Всем привет! Как вы помните, на протяжении нескольких месяцев мы вели работу над нашим бананом. Это лимузин, который мы сделали из «Жигулей» и покрасили в желтый цвет. Сначала мы долго его создавали, потом приводили в божеский вид, настраивали, тестировали, вывозили в город, и я даже ездил на нем по настоящей гоночной трассе. Автомобиль получился крутой, но есть одна проблема. Понимаете, он слишком хорош. Люди начнут мне завидовать, потом пытаться его угнать, потом за мной начнется охота. Ладно, на самом деле на нем просто нельзя ездить по закону Российской Федерации. Нельзя просто взять, собрать хрень, которую ты хочешь, и не задумываясь о безопасности других людей, выезжать на дороге. Нет, чисто в теории я могу ездить на этом автомобиле по городу, но тогда мне просто нужно не попадаться на глаза гаишникам. Но здесь есть большая проблема, потому что мы сделали его слишком приметным, слишком привлекательным, и ни один сотрудник ДПС не сможет пропустить мимо себя такого красавца. После того, как в прошлой серии выяснилось, что невозможно юридически его никаким образом зарегистрировать, я понял, что есть только один выход из этой ситуации. Я обязан уничтожить этот лимузин. То есть, как бы я его породил, я его и убью. Да, мне будет грустно, да, мне будет обидно, я буду скучать, но я должен сделать это. И мне кажется, что было бы скучно просто сжечь его или сбросить с горы, потому что это первое, что приходит на ум. И поэтому мы решили сделать ему по-настоящему легендарную и стильную смерть, как в настоящих голливудских боевиках. Для того, чтобы реализовать задуманное, нам было необходимо переправить лимузин через полстраны. Для этого мы воспользовались эвакуатором компании «ЛАД». Это надежная служба помощи на дорогах, которая уже 26 лет круглосуточно помогает автомобилистам в сложных ситуациях. И вот спустя 500 километров мы приехали в деревушку практически на границе с Беларусью, где мы и будем совершать наш обряд жертвоприношения богам «Жигулей». Я не знаю, как это еще назвать. Сегодня Масленица, здесь народные гуляния, куча народу, детей. Все уже облепили наш лимузин, фоткаются с ним, рассматривают, задают какие-то вопросы. И, естественно, мы всех порадуем, в конце дня устроим настоящее шоу и уничтожим этот автомобиль. Погнали! In another corner, the naughty dreading does a rock with him daughter. Градус настроения людей уже достиг своего апогея. Это значит, что самое время перейти к уничтожению нашего лимузина. И как мы это сделаем, друзья? Как я уже говорил, мы попытаемся повторить сцену из легендарного фильма «Такси 2». Или же такая же сцена была в фильме «Няньки». Мы возьмем вот этот вот здоровенный Бигфут и после этого переедем наш лимузин. То есть, грубо говоря, один автомобиль без документов будет раздавлен другим автомобилем без документов. Ни один из них не имеет права ездить по дорогам.
доставить людям удовольствие и помочь нам в нашей идее раздавить лимузин. Прямо сейчас меня прокатит Александр, а потом и я сам смогу сесть за руль этого монстра. Абсолютно безумная хрень. Теперь я понимаю, почему это называется Monster Truck, потому что вот так вот оно все. Я прям в какой-то момент начал бояться, что машина сейчас развалится, но нет, все очень крепко и уверенно. А теперь, друзья, самое интересное. Я впервые в жизни сажусь за руль Бигфута. Это просто непередаваемое ощущение. Я уже понимаю, что это будет очень круто. Понемножечку газку. Вот это да, вот это злость. Ух ты. Вот это да! Ничего себе, тут оборотов руля надо! Торможу. Сейчас сильнее тормозишь? Держу в пол. Тут, конечно, я не знаю, я 10 оборотов делаю. Очень много, да, оборотов руля, поэтому... Вот это конкретно страшно, сейчас в эту гору заезжать. Вот это да! Да уж, неуправляемая вообще штука. Очень стрёмно на ней ездить. Я вам могу сказать точно, что мне за руль для того, чтобы давить эти машины, садиться нельзя. Я тут-то по прямой не могу нормально проехать, поймать ее. Как назло начался дождь. Прямо перед тем, как мы сейчас все это начнем давить, первым делом мы раздаем вот те два автомобиля. Они тренировочные. Собралась уже толпа людей, все достали видеокамеры. And the girls respond to the call. I hear a boom and shout out. Who let the dogs out? 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 Не успел я договорить, как Бигфут помчался, чтобы раздавить машины, сделал первый заход, смачно их преодолел, решил сделать второй и застрял. Тачка осталась где-то там в середине него. Сейчас, как вы видите, уже приехал трактор для того, чтобы вытащить Бигфут, потому что круче, чем трактор, в России нету ничего. Мне кажется, это самый эпичный момент вообще, который мог произойти сегодня. Бигфут, ломая предыдущую машину, застрял, и мы не можем получить то, чего мы хотели получить. Приехал трактор, попытался его вытянуть, ничего не получилось. Какая-то просто жесть. Мы стоим на грани того, чтобы провалиться под воду, потому что здесь, ну, конкретно полметра точно. Я не знаю, чем это все закончится, но мы должны раздавить лимузин. Ну и все, друзья, Бигфут выбрался и готов поразить наш лимузин. И прямо сейчас мы все с вами это увидим. С этой машиной, которую мы строили несколько месяцев. Столько было вложено сил и эмоций в нее. И я последний раз подхожу к ней и прощаюсь. Прощай, банан.
Ты был крутым проектом. Так, стоп. Скоро 8 марта, и ты начнешь метаться в поисках лучших вариантов. Что купить, где и как выгоднее это сделать. С кэшбэк-сервисом Letyshops можно круто экономить на любых покупках в интернете, в том числе и на подарках, получая обратно до 30% денег, потраченных в интернет-магазинах. Сейчас они проводят распродажу к 8 марта со скидками до 60%. А при любой покупке со 2 по 8 марта с Letyshops можно выиграть один из крутых призов. MacBook Pro, iPhone 7, iWatch, GoPro 5 и так далее. В общем, ссылка в описании. Действуй! Он просто его смял с первого удара. Сейчас будет второй заход. О, боже мой, нет! Он просто устроил мясорубку. Наш лимузин не сдается так просто, посмотрите на него. Он все еще хочет быть живым, но этот парень настроен максимально серьезно. Кажется, он решил зайти с другой стороны. У-ху! Боже мой! Он не оставляет от этой машины следа. Просто в мясо. Что происходит? Давай, добивай ее. Просто в мясо, он вкатывает ее в лепешку. Все, ну там уже ничего не осталось. Ну что, друзья, я вам могу сказать, от лимузина не осталось ровным счетом ничего. Этот парень не может успокоиться и продолжает давить его раз за разом, заезд за заездом. Это просто какая-то груда металлолома, это уже не имеет ничего общего с бананом. Это было настолько жестко это все видеть, но это было охренительно весело. Люди кричали «Еще! Еще!» Они просто максимально радовались, получали удовольствие от того, что произошло. Ну и вот, собственно, что мы имеем в конце. Около 10 проездов по нашему банану, и по итогу от него не осталось ничего. Если убрать вот эту вот пенку, сейчас, то видно, что он не разломался, несмотря ни на что. То есть вот эти вот наши укрепления все еще держат его целиком. То есть даже после того, как по этой машине проехал, ну сколько тонн весит Бигфут? Ну тонны 4, наверное, да? Только колеса по 300 килограмм, сами считайте. Ну, в общем, тяжелый Бигфут, проехался много раз на большой скорости. Лимузин остался лимузином. Это не двое отдельных Жигулей, распиленных пополам. Нет, это одна единая машина. И даже Раптор не особо повредился, кстати. Я прям доволен, вы знаете, вот я очень доволен тем, что мы сделали. И знаете, что самое интересное? Я хочу попробовать завести его. То есть, если эта машина после всего заведется, а если она еще и поедет, ну это сложно, конечно, организовать, то я буду просто в шоке. Сейчас я принесу обратно аккумулятор, который мы отсоединили перед раздавливанием, и попробуем это сделать. Так. Теперь нужно добраться до проводов, потому что лимузин у нас заводился на проводах. Ключей уже давным-давно не было. Так. О, печка заработала. Минусовую куму можешь там потеребить, пожалуйста? Это болезнь этой машины, это конкретная болячка. Масса отходит. Вот оно! Она завелась! Она завелась, боже мой! Как это возможно? Да! Вот это да! Вот это да! Друзья мои, ну, этот лимузин жил, жив и будет жить. Ездить на нем уже не вариант, но обалдеть, я просто не верю в это. Обалдеть! Что происходит?
Эта тачка все еще работает. Причем газ в пол, что самое интересное, это ее принцип как будто бы. Всегда на максимум. Я буду стоять здесь и ждать, когда она умрет. Я хочу увидеть этот момент, запечатлеть его на видео, друзья мои. Кажется, я попал. Нет, смотри, да что ты будешь делать? Она не умирает. Этот лимузин уже на протяжении приблизительно 15 минут после того, как его переехали, стоит и дымит. С каждой секундой все больше клубов выходит из-под капота. Мы уже закинули снега в карбюратор. Мы уже раздавили его бигфутом, но он продолжает работать. Смотри, все, это точно конец. Это финиш. Свет в конце туннеля сейчас у этой машины. Она вспоминает всю ее жизнь. И это была счастливая и интересная жизнь. Номера 666. Поездка из Воронежа в Санкт-Петербург. 150 км в час. Максимальная скорость, разогнанная несколько раз. Превращение в лимузин. Испытание на себе Раптора. Ну и в конце концов встреча с настоящим дорожным монстром. И после этого она все еще жива и все еще пыхтит. Я в шоке. О-о-о-о! Нет! Опять нет! Мне нравится, что она еще на аварийке так моргает стильно. То есть, как бы, все еще не так уж плохо на самом деле. Смотри, вот это... Да! Нет! Смотри, она борется. Она становится тише, громче, тише, громче. Но это уже точно последние секунды. Я думаю, что можно смело сказать, что эта машина сделала все, что она могла. Это закончилось. Машина окончательно умерла. Даже несмотря на то, что аварийка еще моргает, это как судороги. То есть это уже окончательный конец. Мы сделали с ней все, что могли, и этот автомобиль успешно справился со всеми своими испытаниями и задачами. И я могу сказать, что это была одна из моих самых любимых тачек. Она неожиданно появилась, имела головокружительную карьеру, и финиш ее оказался таким же эпичным, как и все остальное. Все, друзья, на этом точно конец. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что вы получили удовольствие от этого шоу про лимузин. С вами был Илья Стрекаловский. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые проекты. До скорых встреч. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been